Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Дмитрий Александрович Потиков. Потиков. Да. А год рождения? 84-го. А откуда сам родом? Ну, родился я в Республике Татарстан, город Бугульма. Проживаю в Краснодарский край. А населенный пункт какой? Станица Медведовская. Угу. Семья есть? Да, семья, 3 детей. Девочки, мальчики? Девочка старшая и 2 маленьких. Сколько лет? Ну, девочке уже в этом году 18 будет, 12, и в этом году 4 исполнится маленькому. Сам кадровый военный, правильно? Нет. А кто? Заключил краткосрочный контракт на полгода с воинской частью. По окончанию, вот, там непонятно, то ли нас мобилизовали, то ли продлили контракт. А когда заключил контракт? 23 марта 2022 года. А почему заключал его? Ну, вызвал военкомат, когда началось СВО. Военкомат позвонил, сказал приехать для сверки документов. Вот, мы приехали. Ну, они много кому звонили, народу много было. Приехали в военкомат, нас собрали в кабинете и говорят, ну, 2 выбора у вас. Или вы заключаете контракт с воинской частью, который мы предложим, или же как добровольцы вас все равно отправят на участие в СВО. Вот. Ну, мы посидели, подумали, все равно отправят. Решили заключить контракт, предложили на полгода с воинской частью. Ну, выписали все документы, какие потребные, на поезд, в часть. И, получается, 29 марта, ну, 23 марта 2022 года мы уже приехали когда в часть, там основатели заключили контракт краткосрочно на полгода. То есть у меня в сентябре месяце должен был закончиться он. Вот. И 29 марта нас в КамАЗе уже перевезли на территорию Украины. Называлось село Казацкое, это Херсонская область. На блокпост нам сказали, что будем стоять на блокпостах, досматривать автомашины. То есть, ну, на вооруженные конфликты нас никак не поставят. Полгода мы простояли в селе Казацком, между Береславом и Казацким. Вот у нас там пост был. 21 сентября объявили мобилизацию. Мы звонили в отдел кадров. Нам сказали, что, ну, извините, пацаны, вы, ну, не попали. Чуть раньше бы еще как бы можно было, а так нет. Я говорю, ну, хотя бы домой как-то отправьте, потому что полгода прошли, семьи не видели ничего. Мне говорят, ну, это все с командиром роты решается. Вот, я написал отказную о том, что я отказываюсь участвовать вообще. Ну, меня просто-напросто послали. Прям прямым текстом. Выкинули, порвали бумажку, мой рапорт, выкинули ведро, сказали, вот твой командир роты находится на передке, село Хрещеновка, Херсонской области. Едешь туда, завтра будет КамАЗ, едешь туда, и с ним договаривайся, как это все будет. 24 сентября приехал КамАЗ, нас загрузили, нас было 6 человек, которые ждали окончания контракта. Командир роты нас оставил, сами они уехали. 24 сентября мы приехали в село Хрещеновку, где был командир роты. Вот, они находились на позиции от села Хрещеновка, 3 километров лесополки. Я задал вопрос, как я могу поехать домой, увидеть родных за полгода. Ну, а там уже будем смотреть по обстоятельствам. Так как я написал отказную, я все равно буду отказываться. Он мне ответил, ну, подожди пару недель, я улажу это все. Вот. И 1 октября
Мы находились на позиции. У нас было 4 человека на позиции. Расстояние между нами и командиром роты было километр где-то. Вот. Наша позиция была наблюдать за полем, за движением, какие происходили, и передавать командиру роты. 1 октября 2022 года было наступление ВСУ, вот, где был обстрел, артобстрел полностью. Я только помню, что когда начался обстрел, я сидел в окопе, в соседнем, не в своем соседнем, и слышал, как за спиной прям в окоп прилетела мина. Потом, когда более-менее обстрел закончился, я плохо себя чувствовал, в ушах звенело. Вот я поворачиваю голову, смотрю, где-то в метрах 20 от меня едет танк. Так как посадка была еще более-менее зеленая, листвой закрытая, я перебежал на противоположную сторону и по кустам выбежал в соседнюю лесополку. Думал, уйти в тыл, где, может, там свои, не свои, как-то, сохраниться. Выхожу с лесополосы, здесь встречаю военнослужащего ВСУ, и все, я сдался в плен. Ни выстрелов, ничего я не делал, не сопротивлялся. Вообще за все время нахождения я ни одного раза даже не выстрелил, потому что я находился с мирным населением, проверяли обычные машины. Вот. Все, в плен. Потом отвезли уже, когда в плену, в Кривой Рог. И вот до сих пор я в плену уже 7-й месяц. Смотрите, деньги обещали на контракте? Да, в военкомате обещали, что будет идти $53 в день при стоимости доллара 120 рублей. Там сидели, считали, примерно выходило где-то около 300 тысяч. Когда мы приехали в часть, заключили контракт, нам первая выплата была 150 тысяч. Так и все каждый месяц платили по 150 тысяч. А так как на карточку приходило? Да, на карту. Карта была банка РНКБ. Вот. 2 частями платили в начале месяца и до 20-го. Как бы аванс и... Да. Как заходили в Херсонскую область? Куда ехали? С Крыма? Получается, с Симферополя, когда мы выехали... То есть вас привезли в Симферополь, да? Да, нас в Симферополь привезли. Село Перевальное, там часть находилась. Перевальное, да. 126-я бригада. Нас загрузили в КАМАЗ. Вот. И повезли, как мне известно, через город Армянск и через Новую Каховку. Мы, как только дамбу переехали, в Новой Каховке, сразу же село Казацкое. Все, мы там стояли, проверяли автомобили гражданские на предмет оружия, боеприпасов. И также проверяли военные тоже техники, КАМАЗы в основном, чтобы не было дезертиров, пьяных. Больше в наше дело ничего не входило. То есть через Крым заходили? Да. С женой советовались, когда шли? С женой советовался, да. Но вы же понимаете, выбора нету, все равно заберут. Конечно же, оставлять женщину с 3 детьми дома одну, когда один кормилец, это тяжело. Вы немного труситесь, потому что там зрители могут подумать, что мы вас там мучили. Нет, это переживание просто у меня. Из-за чего? Я вообще 7-й месяц в плену. Год уже не видел семью, я не знаю, что дома. Просто эмоции. То есть все нормально, то есть здесь вас никто не мучил? Нет, это просто эмоции. До этого чем занимались, до того, как подписали контракт? Работал на стройке, строительство, крыши делали, заборы. Сколько зарплата? Платили? У нас сами на себя работали.
Ну, как бы на жизнь хватало. Ну, то Плюс-минус 50, ну, выходило. 50 тысяч рублей, Да. да? А жена чем занималась? А жена дома с детьми. То есть вы единственные кормились, да? Да. А образование какое у вас? Рядовой. Нет, образование какое? Образование 11 классов. Все, и больше ничего. Ничего больше не было. А почему не шли куда-то учиться? Ну, потом у меня армия после 11 классов. Получается, у нас было 4 детей, мама одна. И брат старший пошел работать. Я как-то за ним тоже, чтобы хоть как-то поддерживать это все. Потом армия срочная в 2002 году. Попал в Владивосток, в морфлот. Отслужил 1,5 года, заключил тоже с ними контракт. Ну, потому что устраивало все. Потом уволился через год. Ну, семья. И так как-то вот все, семья. А не думали, вот, ну, я так понимаю, что у вас так как бы радикальная была позиция просто уехать через полгода. Правильно я понимаю, да? И вы как бы разговаривали с ротным и так далее. А не думали вот просто самому уйти? А куда выходить? Ну, смотрите, в ВСУ есть предложение сдаться. Вот, ну, нас завезли, мы даже не знали, где кто находится, где российские войска, где украинские войска. Мы не знали даже, с какой стороны. Нам вот сказали, вот поле, наблюдайте, все. Сзади, там, сбоку, ну, мы вообще не знали. А дезертиры были с российской стороны? Ну, пока мы стояли на посту, не в мои, конечно, дежурные смены, но рассказывали, что попадались. А почему люди уходили? Ну, я так понял, что они ожидали совсем другого. То есть? То, что рассказывали. Вот. Ну, все те же самые условия. То, что вот говорили тоже так же, что их не будут привлекать к военным действиям, то есть к убийствам, к стрельбам. Они из-за этого убегали, возвращались. Ну, у каждого человека, я думаю, как-то свое понятие было. Но все равно они, я так думаю, что через посты не проходили, их как-то останавливали, задерживали. А когда пришла сверка с документами, вам сказали или подписывать контракт, или все равно пойдешь добровольцем. Это тот же самый контракт, и там разницы нет. Пришло это в военкомате, нам сказали где-то числа, ну, с 10 по 15 марта я был. Вот, они отдали запрос в воинскую часть, и даже недели не прошло, наверное, числа 19-18 пришел положительный ответ, что воинская часть в нас нуждается, мы нужны им. Все, военкомат выписал проездные билеты, личное дело в руки дал, сказал, вас там встретят, вас ждут. То есть им нужна была укомплектация, да? Да. Ну, грубо говоря, если бы вы отказались, то, может быть, ничего не было. Нет, были люди, которые тоже отказывались, но их все равно как добровольцев, потому что был такой БАРС, боевой армейский резерв. Вот. Также я в нем состоял. Ну, это получается как военные сборы. Ну, там какие-то денежку платили, правда? Да, ну, там как бы раз в месяц их собирали? До или как? 3000, да, там Да. выходило, там, ну, вот. Также звонили со всяких структур, и с МВД звонили, и, ну, из Росгвардии говорили, не желаешь ли там пойти к нам. Но, понимаете, 40 лет, мне уже почти 40, куда я с молодыми буду тягаться? Я уже живу семьей, мне хватает на жизнь. Как бы вот. И все, нам так был капитан в военкомате, он прям сказал так, вас, говорит, все равно, ну, 2-3 недели вы все равно туда уедете. Вас соберут на сборы, как будто военные сборы, и все равно отвезут туда. В военкомате объясняли, ну, я понимаю, там резерв, до укомплектации, смысл захода России в Украину. Вам объясняли? Толком не объясняли ничего. Говорили то, что, ну, это со слов вот этого капитана, что надо освободить Украину от захватчиков, от немецких. Типа вот они как бандеровцы там,
как нацисты действуют. То есть мирному населению не дают нормально жить. Надо как бы, ну, Россия согласилась их из этого всего вытянуть, освободить. Вот я сколько здесь находился, вот полгода получается, я с мирным населением в одном поселке был, я ни одного нациста, ни одного плохого человека не видел. Чтобы там кто-то, ну, были такие, да, старые люди, пожилые, которые говорили, зачем вы сюда пришли? А что я могу им ответить? Сами гражданские это говорили, Да, да? да. Украинцы. Зачем вы пришли сюда? Никого Мы не... жили хорошо, никого не трогали, ничего, нам всего хватало. Зачем вы сюда пришли? То есть они открыто не боялись, это говорили Нет, не россиянам, боялись, да? не боялись. Прям вот, ну вот я стою на посту, проходит бабушка, дедушка, и мне вот говорят вот это, а я стою и сказать ничего толком не могу им. Некоторые уезжали просто-напросто в сторону Крыма, куда, не знаю, в Россию. Были полные машины с детьми, с вещами, потому что мы их останавливали, досматривали. А дети ехали с родителями или сами? С родителями, да. А были дети без родителей? Нет. Ага. Все на машинах, кто на автобусах добирался. Все вот, ну, уезжали в сторону Крыма через Новую Каховку. Мы еще, я вот спрашивал, сам лично говорю, а что вы едете, куда? Там же тоже, ну, куда вы едете? Это, считай, чужая страна также. Ну, как-нибудь переживем. А здесь что, говорит, будет? Разваленный дом? И вот так жить, не знаешь, откуда что прилетит. Вот, и вот так они отвечали. Информацию откуда черпали вы сами? Что смотрели? Ну, в основном телефоны были. Я себе купил телефон, мне жена денежку перевела. Нет, вообще, да, этого всего. Ну, это в основном интернет. Угу. В основном Телеграм, интернет, Ютуб тоже. Смотрели видеоролики. Ну, некоторые сайты были закрыты. Вот. Ну, в основном это Телеграм. Смотрите, вы говорите, что здесь нацисты, типа бандеровцы. А кто такие нацисты? Я вот не пойму тоже. Вот для меня это просто, ну, загадка. Если смотреть военное время Второй мировой войны, как фашистские войска, да, относились, там, понятно, нацисты были, да, там евреев убивали, население уничтожали. Но здесь я этого не заметил никого. Даже подобие. А нацизм и фашизм – это разные вещи или одно и то же? Ну, я думаю, что это одно и то же. Одно и то же, да? Да. А где родился нацизм? Ну, я так думаю, что где-то в Германии, А фашизм? еще при Гитлере, Угу. А фашизм? ну, тоже там же. В Германии. Да. Ну, это все, я так думаю, это от них же и пошло. Угу. А когда началась Вторая мировая война? Ну, если официально, то в 1939-м. Угу. А так в 1941-м уже наступление пошло оттуда. А закончилась? Ну, закончилось 1945-го. Угу. Ну, я говорю, здесь А украинцы воевали против фашизма и нацизма? и Россия, и Украина воевали, все воевали. А как тогда воображение русских здесь мог возродиться нацизм и фашизм? Я для себя вот никак не могу этого понять еще. Вот я нахожусь здесь год уже. А смотрите, а у народа, который как бы исповедует нацизм и фашизм, президентом мог бы быть еврей, по вашему мнению? Ну, я думаю, что президент может быть любой. Нет, вот если народ нацисты и фашисты, они могут выбрать себе за президента еврея? А почему бы нет? Но вы же говорили, что нацисты как бы убивали евреев и так далее. Ну, нацисты, я вот, как вам объяснить это? Ну, это военное время было еще, как говорится, Второй мировой войны. И как им все это занесли в голову, Кому? ну, тем же самым вот нацистам, да, и фашизму, да, как это все преподнести, чтобы человек в это все поверил. И он же не просто так вот сидел дома, да, а вот пойду я там убивать. Вот мне делать нечего, работы нету, или зарабатываю копейки, пойду я убивать, да, людей. Почему бы нет? И как-то вот, ну, это все на
психиатрическом каком-то влиянии, я так думаю, в голову это все заедается, те же интернетные ролики, и человек как-то начинает себя внушать, что ли, к этому всему. Вы о ком вы сейчас говорите? Ну, я говорю о том, что ну, даже сейчас взять Россию, да, российские войска и Украину, получается, зомбирование какое-то все равно есть Кого? российских. Россиян зомбируют. Да. Это я вот, потому что когда мы даже в военкомат приехали, нам тоже говорили так же, вот, надо. А я говорю, подождите, надо. А почему Россия должна это делать, а не внутри страны это должно происходить? Если им там плохо живется, ну пусть она, страна как-то изнутри это все поднимает. Почему должны другие вмешиваться? И что отвечали? Ничего. То есть ответа не было? Да, ответа не было. Вы военно обязаны, вы давали присягу, вот, вы обязаны и все. Я вопрос задал, говорю, а почему вы тогда, вот, капитан, не едете туда? Вы вот кадровый офицер. Он мне говорит, здесь работы много, кто-то должен сидеть, меня туда не отпускают. Я говорю, а от семьи оторвать человека и отправить туда, это у вас можно. Ответов не было никаких. Один ответ только, вы вот обязаны, и все. А вы понимаете, за что воюют украинцы? А Украина воюет за свою землю, за свой народ. А за что воюет Россия? Россия вот в данный момент, она получается как террорист. Зашла на другую территорию и хочет завладеть этой территорией, землей. А для чего Россия эти земли? Ну, я не знаю, вроде в России много земли своей. Зачем ей другая земля, я не понимаю. Какие-то, ну, сырье, ну, оно везде есть. В России тоже там всего много. Она одна из самых богатых стран мира. Да, как бы все есть свое. Еще и продает другие страны. Как бы на природный ресурс. Она не самая богатая, не одна из самых богатых экономически, но на сырье, да. Сырье, да, природного сырья очень много. А вот там, где вы жили, люди поддерживают? Вот это война для вас, правильно? Для меня, да, уже война. Люди поддерживают в России эту всю движуху? Честно сказать, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я... Но люди зомбированные там пропагандой, да? Пропаганда, да, пропаганда. Те же самые митинги, их не дают делать. А люди готовы? Ну, последний раз, когда я смотрел телевизор, российский канал, они готовы это делать. Они делают какие-то митинги, когда мобилизация пошла, они делали эти митинги, но их очень быстро разгоняли. И почему они дальше не пошли, я не могу на это ответить. Почему взять даже Европу, если у них начинается митинг какой-то, то как бы они поднимают этот митинг и решают это все. У нас или люди просто боятся последствий. Ну, на федеральных каналах это как называют? Беспорядки? Ну, Майдан как называли? Беспорядком, беспорядок, да, который надо быстренько придавить, лишить его и все. Вы понимаете, почему люди восстали в Украине? На Майдане? Ну, за Майдан я плохо чего знаю вообще. Но это как бы нормально, когда люди протестуют у себя в странах против чего-то? Но, значит, они хотят поменять что-то в этой стране. В лучшую сторону? Да, в лучшую сторону. Убрать все худшее, сделать лучше для себя же, для страны. Ну, в России я не знаю, почему такое не происходит. Может, арабский менталитет какой-то? Может быть. Может. Правительство его не понять. Вот, я не пойму никак это правительство, вообще не могу понять. А тут же, как говорится у них, хотим сделать все лучше для своей же страны, но сделаем это худшими способами. Подавить там кого-то, как говорится, маленького, слабого, чтобы не было потом, как говорится, повадков начинать это все. Повадков, что это значит? Ну, чтобы как бы другие посмотрели, что было с предыдущими, и не начали поднимать это всего заново. Но видите, как бы не вышло. Россия подавляла Грузию.
Подавляла. Ну, подавляла, да. Молдову подавляла в 90-х годах, Приднестровье подавляла, да? С Украиной так не вышло. С Украины не вышло. Сильный народ, сильный духом, верой. И держится. Маленькая горстка людей против большой. И она держится. И она выдержит, я думаю. Вы думаете, Украина победит? Ну, тут, я думаю, что закончится все-таки столом переговоров. И к чему-то к одному придут. Рано или поздно все войны заканчиваются. Россиянам можно верить? Верить можно всем. Любому человеку можно поверить. Но как дальше это будет, это непонятно вообще. У вас более-менее хорошо слажена речь, да? Как у человека, который только закончил 11 классов. Вы читаете? Да? Что любите читать? Да всякое. Но вот из последних, что прочитали перед Ну, тем, в основном, вот, последнюю я читал Джек Лондона. как... Что у Джека Лондона? «Белый клык» тоже хорошая повесть. Это вы только сейчас прочитали? Это школьная программа «Белый клык». Ну, и сейчас читал. Честно вам скажу, «Белый клык» Ну, это вот 7-8 класс. Дома я мало читал. В основном какие-то, интернетные статьи, там, журналы, где-то что-то, там, телевизор. А чем интересуетесь? Вот что как бы читали в интернете? Да, в основном, что я могу читать? У меня в основном по работе и то, что более-менее происходит в стране. Потому что по телевизору все равно толком не покажут. В интернете хоть как-то это все расширяется. На выборы ходили в жизни? Да, ходил, Голосовали? голосовал. За кого? Против Против? всех, Против всех? да, Всегда против всех? всегда. У вас, то есть, всю жизнь так? Да, И на президентские выборы, и на выборы губернатор назначается, да? Или выбирается? нет, назначается. Назначается, да? Ну, там тоже выборы есть, но не такие. Хорошо. А кому-то симпатизировали, например, политически? Кого не было в списках? Честно сказать, был у меня Жириновский. Почему-то вот к нему более-менее было как-то понятие какого-то русского человека, что ли, который хотел наладить этот порядок. Это с его же слов, с его выступлений, опять же. Вот. Но в основном я... Да стоп, он же как бы, он выносился на выборы, ЛДПР в Думе есть. Вы же должны были голосовать, если он вам нравился. я придерживался вообще голосований вот этих. И Против ставил всех? против всех, да. Но, как бы симпатия была к Жирику, да? Ну, да. Смотрите, я вам честно скажу, вот я немного удивлен, вот даже оператор, да, улыбается, он это подтвердит, он понимает, что я сейчас скажу, вот здесь большинство военнопленных, я где-то, там более 100 интервью сделал, когда я говорю, кому симпатии у вас, они все мне говорят о Жириновском. Почему? Он же фрик. Вот смотрите, вот вы говорите, да, вот некоторые, как бы умные вещи о войне в Украине, об этом всем и так далее. Но Жирик, он же как бы был одним из рупоров самых радикальных вот этого всего. На Берлин, можем повторить, бомбить Киев, города. Он как бы подстрекал к этому общество перед своей смертью. Он очень радикален был в этом. Извините меня, нужно ебать хохлов. Он же это все говорил. Да, он говорил этого, но чем-то он мне, знаете, понравился своими выступлениями, когда вот у нас плохо было с работой, приехали так называемые гастролеры, да, из стран Азии, вот, и забирали всю работу у нас, потому что цены скидывали. Вот, и он как-то, выступление у него было, и он говорил, я вот, если будет в России, Россия для России, значит, да, выгоню их, чтобы у нас была работа. А как бы выгонять тоже каждый человек пытается заработать, содержать семью. Выгнать тоже, как-то надо. Потом также взять вот... То есть вы не разделяли его точки зрения? Как бы по поводу того, чтобы выгнать кого-то, уничтожить там, да, также вот можно понять, да, я это не разделяю. Все должны как-то быть одни. И не надо делить на большее, на меньшее, на среднее.
Этого не должно быть никогда. Все должны быть одинаковы. Все люди. Каждый пытается заработать, каждый пытается сделать так, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Вот как вы считаете, в России хорошо люди живут или нет? Ну, где-то хорошо. Где-то. Где-то Я поездил по всей России, начиная от Владивостока и заканчивая Краснодаром. Видел очень много городов, сел, поселков. Ну, я вам скажу, да даже вот меня взять. Я не скажу, что я хорошо живу. И моя семья. Мы зарабатываем, да, все уходит в семью. Ну, вот мы купили домик на материнский капитал. Обычно двухкомнатный, с ванной или трубочный, старый дом. Что значит материнский капитал? А, То есть деньги за детей? да, Ага. вот, потому что то, что ты заработаешь, их не хватит купить, жилье. А сколько стоил домик? На тот момент мы нашли его за 500. 500 тысяч, да? Да. А это город? Поселок? Поселок А от сколько там? Краснодара получается километров 60. Это когда было? Так, 15-й. 15-й год. Что мне интересно в долларах, я не очень на 80 давать. Вот. У него Да это нету- вообще не деньги. У него нету газа у дома, потому что старая постройка, потолки низкие, по законодательству не могут газ провести. С водой проблемы. Вот лично у нас в поселке проблемы есть, потому что толком, власти нету, все тянут в карман, чтобы, например, сделать эту воду, которая бежит, она у них на каждом шагу, на каждом повороте бежит. Я сам работал в ЖКХ и делал эти трубы. Загнать предприятие в долги, хотя люди платят, за ту же воду Это, платят. чтобы наши люди понимали, это 6-7 тысяч долларов этот домик стоил. Плюс-минус, да. У меня родился когда третий ребенок, и у меня проблемы с водой были. И как раз были выступления прямые Путина по телевидению. Мы с женой решили взять и позвонить. Решить, как-то. Прямая линия с Путиным. Прямая да? линия, да. Конечно, мы до него не дозвонились до операторов, объяснили всю ситуацию. Я говорю, вот у меня маленький ребенок, грудной, у меня нету воды. У меня вода бежит в 11 часов ночи. Как мне ребенка помыть надо, искупать, там, покормить? Они, хорошо, мы запишем это все. Прошло там какое-то время, я уже не помню. Приходит мне письмо от администрации поселения, значит, нашего. Приехали также люди, представители. Вот вы там обращались. Я говорю, да, я обращался, потому что ходить к вам – это бесполезно. Я просто взял и обратился. Хорошо, решение какое? Никакого. Все, мы Но они решим, всё мы приехали решим. вас Да, как- они галочку отметили у себя, то, что мы у них были. Но как не было этого, так и нету. Потом вышел закон газификации до участка. Бесплатная. Я звоню в газовую компанию, говорю, вот у меня на улице один дом стоит без газа, он мой. Все остальные с газом. Как мне провести газ до участка, пока есть возможность бесплатной газификации? Они адрес спросили у меня, я сказал адрес, и мне отвечают, а ваш район, говорит, не состоит вот в этом законе. В списке. В списке, да, газификация. Я говорю, а как мне жить? Я газ привожу в баллоне, кушаю, готовим баллоном. Печка у меня дровяная, дровами покупаем дрова и топимся, чтобы не замерзли дети. Вот как мне быть? Вот на моем примере сделайте, я так думаю, да все сделают вывод, как в России, где они так говорят, что все хорошо. Но при этом идут в другую страну. Да? Решать проблемы какие-то Проблемы решают. надуманные. Они свои проблемы не могут решить. Да, очень много таких, очень много. Взять ту же самую Сибирь, начиная от Байкала до Читы, и выше, и дальше. Там люди бросают дома. Вот откуда я родом, с Татарстана,
получается, лет 5 назад, я ездил домой. Ну, посмотреть вообще, что, как, наши родственники. В городе работы было море. Я после школы пошел работать токарем на завод. Огромный завод стоял. Все разбомбили. Столько заводов было всяких разных. Все разбомбили. Народ просто бросает жилье и уезжает в другие города, где есть работа. Чтобы как-то вот жить. И город стоит просто, он стоит пустой. Также взять, я вот после армии жил в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. Мгм. Там есть такой город Николаевск. Мгм. Он вообще брошенный. Люди уехали оттуда. Хотя говорят, что Хабаровский край там самый такой, где все в нем есть, и зовут людей туда жить. А на самом деле нету. Хотя и заводы стоят, и авиастроительный стоит завод, и судостроительный завод стоит. Но люди уезжают. Хотите что-то сказать украинцам? Украинцам? Ну, во-первых, держаться этого всего. И держаться до последнего, не отдавать свои дома, свою землю. Это ихняя земля. Они здесь родились, они здесь живут. Так же, как и ко мне бы пришли на мою землю, я бы тоже стоял до последнего. Что еще пожелать? Да чтобы поскорее это все закончилось. Мир наступил. Ну, от себя хочу сказать им лишь одно, чтобы просто меня простили за то, что я сюда приехал. Из-за этого государства, потому что оно меня сюда отправило, не я приехал. Все, больше нечего сказать. Россиянам? Россиянам? Да чтобы бросили эти автоматы и пошли домой. Не нужна эта война никому. Просто не нужна. Это не их война. И не надо бояться, как в Европе, делать митинги. Надо стоять до последнего и делать какие-то, пытаться поправки в этом государстве в лучшую сторону. И не надо здесь вот этих кровопролитий, стрельб, взрывов, бомбежек. Я понимаю, некоторые люди просто боятся в России сесть. Все, кто отказывается, кто не идет, их садят. И срок там, по-моему, 15 лет. Я думаю, за то, что ты откажешься идти в чужое государство, воевать, убивать людей, легче, по-моему, сесть. Всех не пересадят. Всех не пересадят, да. Где-то найдется лазейка.